Польша– это не только туристические маршруты и исторические места. За пределами больших городов скрывается совсем другой мир. Тихие провинциальные улицы, заброшенные промзоны, железные дороги и города, через которые туристы обычно проезжают мимо. Дорогие друзья, витам, что по-польски означает «здравствуйте». Я рад вас приветствовать на польской земле. И сегодня третий день моего путешествия. Кто не смотрел первую часть про Варшаву и вторую часть про Торунь, то можете в ссылке в описании найти эти серии. И в конце фильма можете увидеть ссылочку. А сегодня мы с вами посетим 4 городка Польши, которые не знают туристы, которых редко упоминаются в путеводителях. И, конечно, это будет незабываемый день. И, возможно, даже именно эта серия понравится вам больше, чем предыдущие две, потому что те раскрученные туристические брендовские города. А сегодня мы увидим слегка захолустные, слегка, может быть, депрессивные, но уютные, приятные городки. Итак, отправляемся в очередное путешествие. За окном поезда мелькают ветряные турбины, живописные поселки и бескрайние поля. Кто-то из пассажиров читает газету. И вот, наконец, впереди показался маленький городок, в котором мне предстоит провести ближайшие 1,5 часа. Иногда самые интересные города в путешествиях начинаются не с красоты, а с сомнения. Я только что приехал в этот довольно незнакомый мне провинциальный город, и первое, что он мне показал, это были не торжественные фасады и не открыточные виды, а мое знакомство с ним началось со старых железнодорожных путей, заброшенных закоулков, мусорок и мест, которые будто остались из другой эпохи. Чем ближе я подходил к центру города, тем больше он менялся. Появлялись красивые дома и остроконечные шпили старинных соборов. Вскоре я вышел на главную площадь города. Сейчас я нахожусь на рыночной площади города Тчев. Тчев, да, такое интересное название. Знаете, у меня дома есть целых 3, как минимум 3 путеводителя про Польшу, да, 3. И знаете, там есть какие угодно деревни, какие угодно города. Но вот этого города Тчева нет ни в одном путеводителе. Хотя город с огромным туристическим потенциалом. И сюда приехать интересно не просто посмотреть на захолустье, а действительно есть на что посмотреть. Вот данная рыночная площадь, согласитесь, по-моему, даже чем-то она лучше, чем вот старая площадь в Варшаве. Ну, понятно, что здесь не так помпезно, как там, но все же вот в этой теплоте, провинциальности, отсутствии народу, туристов, вот именно в этом огромный плюс вот этого города Тчева. И мне этот город очень нравится. Пожалуй, Тчев – это лучший город моего путешествия по Польше. По крайней мере, чувства, которые я испытал, находясь тут, оказались намного сильнее, чем в Варшаве или Торуне. Посмотрите, как здесь удивительно. Его ветхость и заброшенность совсем не похожи на привычную глянцевую Европу. И именно в этом весь шарм данного города. Удивительно, но этот город, Тчев, он довольно-таки старый, и он ровесник Гданьску. Основано поселение было здесь в 1198 году, а статус города получил в 1260. Вот этот город тоже входил в Тевтонский орден, пережил огромный пожар, по-моему, в 16 столетии, если я не ошибаюсь, пострадал во время Второй мировой войны. Но в любом случае этот город сохранился практически в первозданном виде, в средневековом виде. Смотрите, надпись «Упоминки». Поминки, что ж это такое? Поминки, что ли? Ладно. Тут тоже есть магазин «Жабка». Это маленький продуктовый магазин. А еще есть магазин индийская кухня, ресторанчик, называется «Зайка». Ну, вообще здесь здорово, симпатично. Ну, казалось бы, такой маленький городок, забытый всеми. Вот. Но и в нем, помимо старого такого уютненького, теплого и спокойного старого города, где течет размеренная жизнь, есть одна очень важная достопримечательность, очень интересная и довольно-таки исторический объект. Сейчас чуть-чуть еще здесь побудем и пойдем туда. Это совсем рядышком. Рыночная площадь Тчева носит название Плац Халлера. Примечательны дома-каменицы на площади. Вот в этом доме, например, родился географ Ян Форстер, участвовавший в кругосветной экспедиции Джеймса Кука. А здесь изначально располагался отель «Центральный». На одном из зданий красуются 4 человеческих фигурки, олицетворяющих времена года. Копии таких же фигурок устанавливают на самой площади в зависимости от сезона. Сейчас на дворе октябрь, и мы видим фигурку под названием «Ешень», что на польском языке означает «осень». От главной площади Тчева я спускаюсь вниз и направляюсь к реке.
Позади меня вы видите железнодорожный мост через реку Висла. Та самая Висла, которая протекает в Варшаве, в Торуне. Так вот, этот мост не просто мост. Этот мост, минуточку, самый длинный железнодорожный мост в Европе. Когда-то он был самым длинным железнодорожным мостом во всем мире, когда он был построен. А построен он был в середине 19 века, когда строили железные дороги по Европе. И вот Пруссия, город Кёнигсберг и Берлин, вот эта ветка железнодорожная соединяла, и этот мост был длинный, огромное инженерное решение, инженерная идея, воплощение таких грандиозных мечт. И этот мост, конечно, масштабно смотрится, его длина почти 900 метров, и даже когда на поезде по нему едешь, вот вы видите кадры ускоренные, да, где-то 1,5 минуты занимает время, которое движется поезд от начала до конца моста. Как я уже сказал, мост был построен в середине 19 столетия. Он существовал несколько десятилетий, почти 100 лет. И в 1939 году, когда уже началась Вторая мировая война во всем мире, и в Европе, и в Польше, польские саперы взорвали этот мост, чтобы как бы не дать немцам по железной дороге двигаться в дальнейшем направлении. Мост во время войны восстановили, и в 1945 году его снова взорвали. И только в 1959 году он был заново восстановлен. И сегодня он такой исторический памятник. Ну что, знакомство с городом Тчев считаю закрытым. Иду дальше на вокзал, и дальше нас ждут еще 3 интересных городка. Надеюсь, я успею хотя бы что-то в них увидеть. Я сажусь на следующую электричку и еду в соседний город. Несколько остановок, и впереди меня ждет нечто по-настоящему невероятное. Мальборг. Этот небольшой город скрывает одну из величайших жемчужин Польши. И вот перед нами удивительное архитектурное чудо. Мы сейчас находимся у замка Мальборг, одного из самых впечатляющих средневековых сооружений в Европе. Это самый большой кирпичный замок в мире и по площади крупнейший замковый комплекс Европы. Его размер это 21 гектар. И чтобы представить масштаб этого всего, это 30 футбольных полей. Представьте, и все это из кирпича. Мальборгский замок – главная крепость Тевтонского ордена. Его начали строить в 13 столетии, и вскоре он стал сердцем военной и религиозной империи, держащей в страхе всю Северную Европу. Замок в Мальборге разрушался неоднократно, но самое масштабное испытание его ожидало в 20 веке. Во время Второй мировой войны замок оказался на линии фронта. Бои 1945 года превратили его в руины. После окончания войны все это восстановили, по кирпичикам буквально собирая. Ну и сейчас, как и Варшава, Мальборг входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это очень здорово. Мальборгский замок – это не просто крепость, а объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот список он был внесен как уникальный пример средневековой оборонительной архитектуры. Вдалеке виднеется остроконечная башня. Это купол костела Иоанна Крестителя. Сам город Мальборг – типичный провинциальный город. Серые фасады, простые дома и невзрачные многоэтажки. Но именно в этом и кроется его особая атмосфера. В этих улицах чувствуется что-то по-настоящему восточноевропейское. Спокойствие, простота и ощущение жизни вне времени. Конечно, замок – это ключевой объект для туристов в этом городе Мальборге. Город достаточно, как вы видите, провинциальный, но все же интересный. Вот так, чтобы чуть-чуть здесь прогуляться. Но здесь есть и старый город, его отсюда хорошо видно. Но, к сожалению, мне не суждено его сегодня увидеть с близкого расстояния. Время поджимает, и надо торопиться на очередную электричку. Мальборг со своим прекрасным замком остается позади, а мое путешествие по Польше продолжается. Это уже моя 3-я поездка на поезде за этот день, и вдруг я понимаю, я забыл купить билет. И осознал я это в момент, когда ко мне подошла контролер. Я объяснил ей ситуацию, и, к счастью, она продала мне билет прямо на месте, взяв за это дополнительно всего 1 евро. Пересев с поезда на автобус, я доехал до некого, на первый взгляд, мрачного города, но на самом деле, посмотрите, насколько колоритным и атмосферным он оказался. Абсолютное отсутствие туристов и какое-то необычное ощущение отделенности от остального мира. Это город, о котором вы 100% ничего не знаете и точно никогда даже не слышали его названия.
Я приехал в город, о котором вы точно не знали, о котором не пишут путеводители. Называется он Грудзенс. Я сейчас нахожусь на рыночной площади этого замечательного маленького городка. И это одно из самых старых и живописных мест в этом городе. И хотя у меня не так много времени, я все же хочу быстро рассказать вам об этом приятном уголке. Итак, эта площадь окружена историческими зданиями, как вы видите, с прекрасной архитектурой. И местные дома, они сохранили атмосферу старинного города. Одним из самых известных называется дом под Лебедем, каменица под Лебедем. Старинный такой жилой дом, считается одним из самых старых в городе и привлекает внимание своим таким необычным фасадом. Вокруг этой площади часто происходят различные мероприятия, тут проходят ярмарки. Здесь всегда, особенно днем, в выходные, кипит жизнь. Ну и, конечно, здесь приятно прогуляться, почувствовать эту атмосферу небольшого провинциального городка, но с очень долгой историей. Конечно, для более детального знакомства с этим городом, Грудзенсом, стоит выделить больше времени, но и за этот час, что у меня есть здесь в запасе, кое-что все-таки можно успеть посмотреть. А сейчас пойдемте, я вам покажу главную достопримечательность города Грудзенс. Вот оно. Я нахожусь у одного из самых знаковых мест в Грудзенсе, у гранариев. Грудзенс был важным торговым центром, и вот эти вот гранарии, как раз которые за моей спиной, они служили для хранения товаров, которые везли сюда с разных уголков Польши, я думаю, не только Польши. Гранарии сохранились в отличном состоянии, и сегодня они не просто исторические здания, а целая атмосфера старинного города. На этих стенах, можно сказать, написана его история. И даже если ты просто гуляешь вдоль них, а это очень здорово гулять вдоль них, можно почувствовать дух прошедшей эпохи. Вечером внешний облик города Грудзенс, Польша, словно превращается в сюрреалистический сон. Электрические гирлянды освещают старые здания. Многие из этих домов выглядят полузаброшенными. По улицам неспешно движется редкий поток автомобилей, в полупустых трамваях мерцает свет, и город кажется тихим, немного отстраненным и при этом невероятно выразительным. Не знаю, каково здесь тем, кто живет в нем постоянно, но оказаться в Грудзенсе мимолетом всего на 1 час, чтобы прогуляться, это оказывает большее впечатление, чем даже Варшава или Торунь. В общем, мне очень понравился этот город Грудзенс, и, конечно, незаслуженно игнорируемый туристами. Я считаю, что он очень-очень достоин, очень интересный город. Ну а я бегу на поезд, и меня ждет последний населенный пункт сегодняшнего дня, город Квидзин. Спустя полчаса пути я уже был в вечернем Квидзине. Этот дивный городок также встретил меня тихими улицами и таким же провинциальным ритмом, как и все сегодняшние города моего маршрута. В 80-е годы в этом городе жил мой друг Себастьян. От вокзала дорога постепенно приводит меня к главному, самому значимому месту в Квидзине. Наверное, плохо видно, но за моей спиной один из самых необычных замков в Польше – замок в городе Квидзине. Именно ради этого места я сюда и приехал. История этого замка начинается еще в 13 веке. Сначала здесь находилась крепость Тевтонского ордена, тех самых рыцарей, которые строили свои замки по всей Пруссии. И примерно в 1330-х годах они начали возводить вот этот вот кирпичный готический замок. Если посмотреть чуть правее, можно увидеть, прямо к замку примыкает огромный готический собор. Замок и собор под одной крышей, соединенными переходами и внутренними дворами. Но самая интересная деталь – это высокая башня, стоящая чуть в стороне и соединенная с замком. И это так называемый Данскер.
Бункер – одно из самых редких сооружений Средневековья. По сути, это старинная канализация. И отходы уходили вниз по этим вот колоннам, прямо к ручью, который протекал под башней. В течение веков этот замок неоднократно перестраивался. После Тевтонского ордена он перешел во власть польских королей, потом был частично разрушен и в итоге восстановлен. И сейчас мы видим его в таком прекрасном виде. Жалко, что ночь и действительно плохо видно, но я рад, что я здесь. После Квидзена я снова сажусь в поезд, и это моя последняя, по-моему, 155-я поездка на поезде за день. Я еду отдыхать. А завтра нас ждет долгожданный Гданьск, морская жемчужина Польши. Там я увижу потрясающий старый город и рассмотрю всю красоту великолепной архитектуры и каналов Гданьска. Также я посещу менее туристические места города, до которых обычно не доходят его гости. Все это уже в следующей серии. Не пропустите продолжение.